Cevabın vakti geldi artık. Erken değil. Geç bile kaldık biz kavuşmak için. Canım yanacak bir süre. Canım zaten hep yanıyor. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Кая пытается отвезти Надима в Джихан, происходит огромная катастрофа, когда Надим теряет контроль над рулевым колесом и машина падает со скалы. Когда два врага оказываются в одном и том же транспортном средстве, то скатывающийся со скалы автомобиль с громким хлопком рухнет на землю, а затем взорвется, превратившись в огненный шар. Это ужасное зрелище заморозит преследующих их Зерин, Демира и Джихана. Джихан закричит от боли, когда увидит, как любимый ею человек сгорает у нее на глазах. Зерин застынет, увидев, как Кая, которую она не могла разлюбить на протяжении многих лет, и прошлое, которое она носила в себе годами, превращается в пепел прямо на ее глазах. Демир, с другой стороны, разрушит все свои стены после того, как его отец Надим умер таким образом, и поклянется непреложной клятвой отомстить Джиханам. Как только госпожа Садакат услышит о случившемся, она прибудет на место происшествия и увидит произошедшее собственными глазами. «Спаси своего брата!» — крикнул он Джихану, который пытался устоять посреди разрушений. Всю свою боль он выразит криком, мир опомнится от этого крика и попытается спуститься со скалы, не заботясь об опасности. Он поползет к месту, где находятся горящие обломки, не щадя собственной жизни. Ее глаза наполнятся слезами, когда она увидит Каю, выброшенную из машины, лежащую на земле, тяжело раненую и без сознания. Проверив свой пульс, он поймет, что все еще жив, и испытает неописуемую радость. Он немедленно вызовет бригаду медиков, прибывшую на место происшествия, и передаст Каю. Однако даже если это спасение окажется чудом, для Надима такой возможности не будет. Оказавшись запертым в машине, Надим погибнет ужасной смертью во время взрыва. Несмотря на то, что Джихан спасает Каю от смерти, его состояние еще долгое время будет оставаться критическим. Зерин будет ждать рядом с Каей, пока тот борется за свою жизнь в больнице. Он будет молиться, чтобы с Каей ничего не случилось, потому что в глубине души он верит, что еще не все кончено. Но с другой стороны, желание Каи выйти замуж за Ипек еще сильнее ранит Зерин. Зерин даже окажется на грани самоубийства, поскольку она находится на грани потери и своей любви, и своей единственной надежды, которая связывает ее с жизнью. Но Демир не оставит Зерин одну ни на минуту, он поддержит ее, напомнив ей о ребенке в ее утробе и сказав, что ей нужно встать. После случившегося гнев внутри Демира усилится еще больше. Он скажет Зерин, Джихан уничтожил всех членов его семьи, и он ясно даст понять, что больше не может оставаться без мести. Джихан, зная обо всем, усилит меры защиты. Он сделает все возможное, чтобы Аля и его дочь Денис не пострадали. Его отношения с Алей на самом деле по-прежнему будут очень крепкими, потому что они оба очень привязаны друг к другу и не позволят этой буре разлучить их. Когда Аля увидит решимость Джихана, она еще больше привяжется к нему. Он испытает смешанные чувства, особенно когда увидит, какие усилия он приложил, чтобы не допустить, чтобы Майн и ее нерожденный ребенок стали жертвами. Хотя Майн знает, что не хочет оставлять Джихана, она поймет, что он никогда не откажется от Алии. Джихан всегда будет говорить Майне, что он защитит ее ребенка, что он гарантирует ее жизнь, но он никогда не женится на ней. Когда мисс Садакат дает Майн слишком много надежд и заставляет ее думать, что Аля уйдет, между ними все рушится. Несмотря ни на что, госпожа Садакат захочет взять внука с собой, но Майн будет сопротивляться, заявляя, что не собирается разлучаться со своим ребенком. При таком раскладе психологическое бремя Майн станет очень тяжелым. На первый план выйдет вероятность выкидыша или смерти во время родов. Хотя Джихан и пытается убедить всех, что не станет жертвой ни Майн, ни ребенка, Майн от этого не успокоится. Потому что пока Садакат Ханем и Мини думают, что Аля покинет особняк, прямая позиция Алии и ее поддержка Джихана перевернут их планы с ног на голову. Госпожа Садакат продолжит пытаться всеми способами заставить Алью покинуть особняк.
Тем временем маленькая Денис будет глубоко потрясена, когда узнает, что в особняке появится новый братик или сестричка. Денис, которая ранее ясно заявила о своей позиции, заявив «Я не хочу еще одного брата или сестру», увидит, как Садакат Ханем убирает детскую комнату, которую Гульсим Ханем подготовила по указанию Джихана, и сбежит оттуда. Аля, увидев, как Денис падает с лестницы и у него из носа идет кровь, тут же обнимает его и отвозит в больницу. Аля глубоко вздохнет, наблюдая, как Денис, выписанная после необходимых обследований, восстанавливает свое здоровье. Однако это событие еще больше усилит материнские чувства Алии, и вдобавок ко всей пережитой боли она станет еще более чувствительной к тому, что случилось с Денис. Теперь Джихан начнет выступать против своей матери, Садакат Ханем, из-за давления и плохого обращения, которое она оказывала на Алию. Он всегда будет указывать матери на ее ошибки прямо в лицо. В ходе этого процесса госпожа Садакат будет корчиться от отчаяния, видя, как Джихан удаляется от нее. Он подумает, что настраивает Джихана против Алии, и поэтому будет винить ее. С другой стороны, с признанием человека, убившего барана, станет ясно, что зачинщиком был Надим. Поскольку Надим не произнес ни слова перед своей смертью, Кае предстоит донести эту правду до Джихана. Кае все расскажет, когда поправится. Однако правда о том, что Надим спровоцировал такую аварию, чтобы избежать ответственности перед Джиханом, станет ясна как день. Джихан не откажется от требования объяснений и расследует связь Экмеля с инцидентом. Экмел будет освобожден из тюрьмы, но ему придется доказать свою невиновность. Пока Кая не поправится, и Пек не отойдет от нее ни на минуту. После завершения процесса восстановления состоится свадьба Каи и Ипек. Однако этот брак будет не по велению сердца, а скорее по необходимости. Потому что сердце Каи все еще будет с Зеррин. Зеррин будет опустошена изнутри, наблюдая за ними издалека. Боль от потери любви обойдется ему очень дорого. Джихан отправится в больницу из-за травмы, которую он получил, пытаясь поймать человека, убившего барана. Когда Аля, которая его осматривает, говорит, что ему будет больно, Джихан пытается произвести на Алью впечатление, говоря «Я всегда чувствую боль». С другой стороны, Аля попытается скрыть свои чувства к Джихану, несмотря на всю пережитую ею травму. Однако будет очевидно, что в глубине души он очень расстроен и обеспокоен из-за Джихан. Если вы будете постоянно спрашивать, как у него дела, и стараться быть рядом с ним, они снова станут ближе друг к другу. Несмотря на все случившееся, Джихан продолжит пытаться все исправить, не расстраивая Алью. Он рискнет всем, чтобы не потерять Алю, свою единственную опору в этой буре, которую он переживает, и в конце концов он будет бороться, чтобы снова наладить мирную жизнь. Но эта война не будет легкой, потому что следы прошлого и семейные конфликты не так-то просто стереть. Вот почему любовь Алии и Джихана, незаконченная история Каи и Зеррин, тайный брак Шахина и Нари, а также мое будущее и будущее ребенка будут и дальше подвергаться испытаниям новой болью и новыми столкновениями. Каждому персонажу придется столкнуться с пережитыми потерями и принятыми решениями. То, чего не хватает в сердце каждого, постепенно восполнится или исчезнет совсем. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.